2019 год вошел в историю как один из наиболее теплых лет, но он все-таки не попал в пятерку самых теплых лет. И причина этому очень холодный декабрь, очень холодный последний месяц 2012 года, когда, как вы помните, на территории Евразии, фактически на территории нашей страны, отклонения от нормы достигали 13, 15 и даже 18 градусов отклонения от средних многолетних значений. И этот период вот такой очень сильной аномалии длился продолжительное время. Поэтому вот, значит, этот год вошел в десятку, но не в первую пятерку, а все, значит, шансы для этого у него были. Ну, тем не менее, были зарегистрированы рекорды, и очень нестандартные рекорды. Впервые за всю историю наблюдений средняя годовая температура в одном из регионов, точнее акваторий, вот океана, Северного Ледовитого океана, аномалия средней годовой температуры превысила 7 градусов. Это фантастическая величина. Вот если помните, в 2010 году, в июле, отклонение температуры в Москве вот достигало 7,8 градусов. То есть на 8 градусов температура была выше нормы, это вызвало просто катастрофические последствия, все мы хорошо помним их. Да. Но даже если средняя дневная температура отличается от нормы на 7 градусов, это очень заметное отклонение. А тут средняя годовая температура отличалась от многолетней на 7 и более градусов. Это вот регион на севере Карского моря между Новой Землей и между Северной Землей и землей Франца Иосифа. Да, и это, конечно, рекорд, который, трудно, наверное, будет в последующем перекрыть. Именно поэтому в сентябре этого года зафиксирована наименьшая площадь покрытия льдом Северного Ледовитого океана. Я напомню, что в 2011 году была ситуация близкая, то есть потепление северных регионов, полярных регионов, это факт уже становится безусловным. Ну и еще есть один регион, в котором 2012 год был самым теплым, можно сказать, самым жарким. Речь идет о североамериканском континенте, о Соединенных Штатах и Канаде, где средняя годовая температура превышала норму на 2,5, 3 и даже более градусов. Хотя, конечно же, есть регионы в Соединенных Штатах, где в то же время температура была ниже нормы, например, Аляска. Но все-таки вот для Соединенных Штатов это был самый жаркий год. В России среднегодовая температура тоже находится во второй десятке, вот, и она меньше, чем в прошлом году, примерно на полградуса среднегодовая температура 2012 года, меньше, чем среднегодовая температура 2011 года, осредненная по всей территории нашей страны на полградуса. Ну и, конечно же, существенно меньше, то есть почти на градус меньше, чем вот в рекордном 2010 году. Некоторые регионы нашей страны, Западной Европы и территории североамериканского континента пережили сильнейшую засуху, одну из самых сильных за последние 10 лет. И именно поэтому урожайность зерновых культур, зерновых и бобовых культур в этом году была одна из наименьших за последние десятилетия. В зернопроизводящих районах, вот в Северокавказском, в Южном федеральном округе, вот на юге центрально-черноземных областей, на юге Урала, в Западной Сибири, вот в золотом поясе Соединенных Штатов с апреля по сентябрь вот наблюдалась очень сильная засуха. Очень сильная засуха. Вот по такому распространению большому этот год тоже является рекордным. В новом году или в завершающемся по старому стилю, да, 2012 году уже отмечен ряд опасных явлений в первой неделе января. Ну, во-первых, на Тихоокеанском побережье нашей страны были отмечены очень сильные ветры до 35-40 метров в секунду, очень сильные, очень холодная погода в Приморье, когда температура достигала отметки минус 40 градусов. Это ведь южные регионы, это фактически широта Украины.
Вот очень неблагоприятная погода была в Северо-Кавказском и Южном федеральном округе. Там наблюдались и снегопады, и осадки в смешанной форме, налипание снега на проводах, проблемы с ЛЭП, с энергообеспечением, очень холодная погода. В Тыве была очень проблемной была, значит, погода в Республике Северная Осетия, Алания. Вот 7 числа по прогнозу Росгидромета по прогнозу и по рекомендации Росгидромета было закрыто движение на Транскаме, на Транскавказской магистрали. Вот через 6 часов после выпуска предупреждения произошел самопроизвольный сход 30 лавин. 8 числа, когда ситуация с видимостью улучшилась, начались так называемые активные воздействия, ну, расстрелы в кавычках опасных лавинных регионов. Обработано было 3 лавинных очага, вызвано 7 лавин. Но одной из лавин самопроизвольных частично разрушена инфраструктура одного из северного портала Рокского туннеля. Очень холодная погода в декабре привела к тому, что наблюдаются такие опасные явления для вегетации озимов. Конечно, по отдельным регионам, в тех, значит, областях, это Саратовская, Самарская, Оренбургская, юг Ростовской области, Калмыкия, то есть в тех регионах, где высота снежного покрова была не выше 2-3 сантиметров или она была, земля полностью была освобождена от снега, там температура на глубине узла кущения достигала 13-15 градусов, конечно, мороза со знаком минус. Это опасно для слаборазвитых озимых культур. И даже до 17-18 градусов ниже нуля, а это опасно уже и для развитых культур, пшеницы, ржи, которые находятся в стадии кущения. Регионы эти не очень большие, но тем не менее результаты вот такой холодной погоды, которая в течение многих десятилетий не наблюдалась в декабре, будут известны уже в феврале после процедуры так называемого отращивания озимых. Какая замечательная погода была вот, значит, в каникулы. Это действительно так. И она соответствовала прогнозируемой. Но вот на Северном Кавказе погода была очень сложная, я об этом уже говорил. Самое главное, что она была предсказанной, но тем не менее недовольство этой погоды, вот еще раз, да, значит, много раз высказано, и вот я еще раз убедился в том, что действительно существуют разные представления о том, что такое хороший прогноз. Вот с точки зрения метеорологов, хороший прогноз – это точный прогноз. С точки зрения потребителей, вот хороший прогноз – это прогноз хорошей погоды. И вот тут уже ничего не сделаешь. Тут такая коллизия существует. Какая же будет погода в предстоящие дни? Она будет, по нашим расчетам, однородной. Преобладание температуры ночной от 12 до 17 градусов ниже 0, и дневная температура около 10-градусной отметки. Ну, конечно, в отдельных регионах, например, на востоке и севере Московской области, температура будет понижаться даже до 22 градусов ниже 0. Но все-таки это будут эпизоды, региональные эпизоды. По оценкам наших специалистов, вот после Нового года ожидается временами снег, погода станет более облачной, временами снег ожидается, и температура повысится. Вот до отметок ночью минус 9-14, днем минус 4, минус 9. По предварительным оценкам, по аналоговым методам, другим расчетным методам, гидродинамическим, статистическим, мы ожидаем еще одну волну холода в январе. Насколько предсказуемая, в принципе, подобные истории? И есть ли вот вероятность в ближайшее время повторения какого-то? Да. Значит, определение, диагностика и прогнозирование лавиноопасных территорий в орографически сложных территориях, да, это задача вполне посильная, прогнозируемая. Вот успешность прогноза лавинной опасности составляет 98%. Ведь лавины связаны
с целым рядом факторов. Во-первых, накопление снега, да, высота снежного покрова, уклон гор, ну, структура подстилающей поверхности. В общем, у нас, да, ведутся специальные исследования значит, в этих направлениях. И, значит, предупреждения о сходе снежных лавин выпускаются иногда за 5 дней, иногда за несколько часов, но всегда с достаточной заблаговременностью, чтобы предупредить либо движение, либо перемещение вот, значит, людей и так далее по опасным территориям, либо запрещение там, значит, вот, ну, катания на лыжах, ну и так далее. Целого ряда мероприятий. За последние 10 лет прогноз лавинной опасности также вот, качество этого прогноза заметно повысилось.